Всем доброе шахрисабское утро, когда проснулся в 4 утра и хочется завтракать, потому что легли спать в 5 вечера. Федя говорит, не показывай. А что не показывать? Комнату не показывать. Комнату сказал не показывать. Поэтому сейчас быстро одеваемся. На улице еще темно, холодно, но, слава богу, прошли дожди. В общем, сейчас в поисках. В поисках чего-то. Вчера просто рано уснули. Сегодня рано проснулись. И опять соцсети. По 4 часа в соцсети. Нам нужно попасть сейчас на Янги базар. Что-то на улице холодно. Там сейчас все работяги, продавцы, в общем, все там. И мы с ними рядом. Улица. Бочка, по-моему, в роликах даже 3-годичной давности эта бочка есть. Хурма. На улице все равно холодно. Вот вроде бы 0, может быть +2, но холодно. Такая сырость неприятная. Я 100 метров прошел, уже замерз. Противный холод такой. Когда приезжаешь в Узбекистан, такой думаешь, о, сяду на ПП, гречка будет с утра, овощи дешевые, редиска, репка, ага. Вот тебе и ПП, вот тебе и все. Денис, самый дешевый способ, чтобы завтракать, шахрисаб. Пирожки. Пирожки, да. Уличные. Раньше с той стороны можно было перебежать на эту. Сейчас поставят разделительные ограждения. Поэтому сразу напротив Янги базара вот такой вот переулочек есть. Между вот этим зданием и вот этим. Вот туда. Или нет? Нет, не сюда. Или здесь? Вон там. Здесь, да, правильно. Мы на верном пути. Чай простой, заведение простенькое, скромненькое, 3 на 8. И яйца горячие. Яйца узбекские. Узбекских куриц. С чем это? Я вот так рублю. Я вот так люблю. Менее жирный, можно сказать. Надо искусственно уметь размазать 3 мясинки, 3 кусочка мяса, но хотя бы не прям одно тесто сплошное. Лук есть. Ну, естественно, чем меньше мяса, тем дешевле беляш. Для завтрака самый топ. Пустота. Сникерс по-шахрисабски. Пирожки пирожками, но Федя сегодня будет. Вот родственник Феди появился. Салам алейкум. Как дела? Федя сегодня будет удивлять каким-то кулинарным изыском, поэтому пришли сейчас на рынок. Ну, он еще не работает. Купить продуктов. Очередное вкусное видео. Пока неохота никуда есть, поэтому все на дому. Судя по продуктам, блюдо несложное. В принципе, догадываюсь, что он хочет сотворить. Будем готовить на дровах чуть позже. Ну, чтобы к обеду, чтобы все. А сейчас пока помечтаем о чем-нибудь. Приступаем к приготовлению. Я нарезаю мясо.
Вот такими вот мелкими кусочками попросили нарезать. В принципе, вот и все продукты. Лук, картошка, морковка, чеснок, масло, дрова и повар. Как просили, так и порезал лук, мясо, морковь, картофель чуть попозже. Располовиним. Можно приготовить это было все, в принципе, дома на газу. Но газа нет. Наливаем масло. На вид здесь 1,5 стакана. Масло хлопковое. Или хлопковое. Это хлопковое. Свекла или свекла. Позвонит или позвонит. Так, ну смотрите, масло сразу становится прозрачным. Это очень хорошо. Как-то у меня спор зашел, что зачем пилить мясо мороженое, ну или не мороженое, там будут опилки, лучше нарубить. Вот что значит лучше нарубить. Потом в гортань воткнется себе этот кусок. Я не видел еще ни одного идеального рубчика, у которого вот эти пористые, или как их там, сладкие кости прям не крошились бы. Ну, нету идеального сруба. Бараны что-то мычат там. Еще есть. Еще не нагрелся. Да. В общем, можно закинуть мясо потом в лук, но мы захотели поджарить лучок. Не мы, а вернее сэр-повар. Сейчас еще чуть-чуть подождем. То есть, чтобы лук растворился, когда он будет вариться. Неважно, когда вы кидаете. Чем газ на дрова вкуснее будет, да? Ну, конечно. Даже бараны подтверждают. У нас где-то килограмм мяса, килограмм 1,5 картошки и 3 луковицы. И узбекский повар. Федя закидывает сначала косточку, сказал, и через 3 минуты потом мясо будет закидывать. Огонь мощный на начальном этапе. Если есть томатная паста, добавляйте томатную пасту. Если есть вот такое лечо, можно лечо. Соль. Дальше Федя наливает воду. Для чего вода идет сначала? То есть кто-то добавляет картофель, кто-то добавляет воду. Вода в данном случае, чтобы все проварилось, то есть мясо стало помягче. Если сейчас
закинешь картофель и варить, то есть он, получается, приготовится, а мясо еще такое немножко жестковатое будет, поэтому предварительно чуть-чуть поварить. Целиком кидаем, чтобы от его, чтобы был аромат. Потом уберешь его, правильно? Прошло 40 минут, где-то мясо варилось. Нужно сделать так, чтобы картошка вся утонула. И сейчас даже можно накрыть крышечкой. Видите, он и не суп, и не второе какое-то, что-то среднее. Средней густоты будет. Последние штрихи, и блюдо готово. Даже вон птицы подтверждают. Осталось минут 10. И все. И начнется, Федь, что начнется? Начнется, чтобы Счастье. самое вкусное попробуем сейчас. Ну, это зимнее Да. блюдо, как его называют? Чхамбуль. Зимнее блюдо как? Грузинские названия какие-то. Федя говорит. Ты же говорил жаркоп. Нет, Или- зимний, смотри, чхамбуль, жарко, казан-кабоб. Ты просто зимний, ты спросишь, еще что? Ну, обязательно мясо, чупанча. А мы готовим просто... В общем, чикамбуль он его называет. Нужен хлеб. Азан начался. Так как перца не было острого, вот уже в конце решили добавить каждому по одной штучке. Ну, он такой не сильно острый. Тарелки нагреваем, потому что остывает все за считанные секунды. Выглядит аппетитно. Реально аппетитно. И цвет приятный, мне прям нравится. Почему в шапке? Потому что холодно. Это любимый вопрос у всех. Почему, Денис, ты в шапке? Потому что зима в Узбекистане, она такая специфическая. В общем, неудобно. Ну, вкус мне знаком. Его жаркопчик. Вкусный, да? Да. Вот смотри, из-за того, что мясо варилось 40 минут, оно мягче, чем если бы одновременно с картошкой. Вот с картошкой это мясо было бы резинка, как его называют. Да, вот так вкусно. Вот такой прям. Я думаю, это самый легкий. Ну, приготовить, да? Что чеснок хочу прям. Чеснок надо ездить. Ну, такая еда встречается не только в узбекской кухне. Картошка с мясом, она повторяется, в принципе, у многих. Просто название может быть другое. Так вкусная штука. Мясо прям огонь. Обязательно предварительно его варите. Вкусно. Феде пятерка. Спасибо. Повар. Что скажешь? Зелень надо есть. Когда зима, чтобы организм нагрелся, что Узбекистан, вот такое блюдо хорошо помогает. А мясо какое нужно? Ну, вкусное. Или любое? Ну, конечно, кто, ну, баранина лучше, кто-то баранину не сможет, у кого давление есть. Ну, без разницы. Но это не постное блюдо, я вам скажу. Оно калорийненькое.